Всем привет! Очередная камера видеонаблюдения, которая есть у меня на продаже в Украине. Заказал я большую посылку. В предыдущем видео должны были вы видеть, если не видели, ссылку оставлю. Делаю обзор одной из камер из этой посылки. Вот ее модель, краткие характеристики. Давайте посмотрим, что в реальности. Приложение ICC. Все у меня камеры ICC-шные. 3 мегапикселя, 5 мегапикселей. Кстати, уже 5 мегапикселей заканчиваются. 3 еще немного есть. 8-мегапиксельный вариант, такой же поворотный Wi-Fi со слежением. И есть два вида камер с варифокальными объективами. 8-кратный зум и 16. Все камеры XMI-евские ICC Pro. Комплект по стандарту привыкли видеть, который камеры из бюджетного ценового диапазона. В общем-то, которые я вам долгое время уже обозреваю. Но есть некоторые нюансы по камерам. И поэтому делаю видеообзор, чтобы вы конкретно знали. Потому что по характеристикам-то продавцы на Алиэкспрессе оставляют характеристики там 3 мегапикселя, формат сжатия H265. В реальности бывает немного по-другому. И я вам скажу, что вот эту партию, которую я заказал, 3 мегапикселя и 5 мегапикселей, очень таки они радуют по своим характеристикам. И первое, почему? Есть возможность смены разрешений. По максимуму 3 мегапикселя, но можно поменять, поставить 2 мегапикселя, 1 мегапиксель. Соответственно, кадры, количество кадров в секунду также изменяется. По максимуму 25 или 30. Дальше посмотрим. Стандартный комплект. Камера, привыкли видеть, небольшая, с 3 ночными режимами. Wi-Fi по кабелю может работать. Если хотите от камеры добиться стабильной, отличного отклика, нормальной работы, быстрого захода с приложения на камеру, добивайтесь, чтобы камера была подключена у вас по кабелю. Кабель от роутера в камеру, другой конец точно такой, в свободный разъем вашего роутера. Идеальный вариант, кабель, больше пока ничего не придумали. Wi-Fi будет работать также, но желательно, чтобы качество сигнала было выше среднего. Где смотреть качество сигнала? На то место, где у вас хотите установить камеру, идите со смартфоном, то место, и смотрите уровень сигнала. Если в месте установки, планируемого места установки вашей камеры, сигнал будет слабый, 2 деления ниже среднего, не рассчитывайте, что камера будет качественно работать в том месте. Желательно тогда в то место тянуть кабель. По Wi-Fi камера данные и те, что у меня сейчас заказаны, есть на продаже, поддерживают Wi-Fi 2,4 ГГц. 5 ГГц Wi-Fi не поддерживается. Многие берут, подключают к своему роутеру, который 5 ГГц 2,4 нету Wi-Fi, мучаются, не поймут, в чем дело, грешат на камеру, камера не подключается, камера поломанная, бракованная. 2,4 ГГц. Ну, роутеры 5 гигагерцовые, кажется, они есть 2 Wi-Fi, и тот, и тот. В моем случае комплекты без карт памяти. Карту памяти вы можете установить свою, но желательно не ниже 10 класса. И учтите, что от характеристики карты памяти напрямую зависит вход на нее. Скорость должна быть желательно U3, ну вот у меня и U1. Ну, работает. Всю информацию выложил на своем телеграм-канале, ссылку оставляю. Заходите, и там все подробно с фотографиями и с ценами. В Украине камеры данные продаю. Перед подключением карту памяти установили в слот. Правильно установили. До защелкивания. Есть дублирующая кнопка сброса к заводским установкам, которую нужно нажимать и удерживать больше 10 секунд или до голосового сопровождения из камеры. Также есть на отводе кнопка сброса к заводским установкам в случае чего. В основном камеры идут сброшенные, и перед тем, как к вам отправлять эту камеру, я ее проверяю, подключаю, как сейчас это сделаю на видео. Видеоинструкция такая будет. И потом я делаю сброс к заводским установкам, то есть камера к вам приходит уже сброшенная и готова к подключению. Также в комплекте данном 2 элемента крепления, 2 набора крепления. Один камеры, другой блока питания. Блок питания рассчитан для крепления на стену где-то. Ну, в общем-то, он как бы с виду смотришь сверху все литой. Герметичный вариант.
но здесь герметичности особо нету. Можно на свой страх и риск разместить его где-то на улицу, ну, нежелательно под открытым небом, в герметичной распредкоробке или под навесом. Ну и понятно, что к нему нужно привести питание 220, и тогда камера будет у вас работать. Также в комплекте герметичная муфта на RJ45. Также показывал вам видео по правильному сборке этой муфты. Ссылку, если надо, оставлю. Инструкция полезна чем, что есть QR-код для скачки приложения. Сразу сканируете смартфоном QR-код и вас перебрасывает на приложение. Ну и немного по подключению, но в общем-то я вам сейчас и показываю. Несколько способов подключения камеры есть. Есть способ по Wi-Fi к роутеру в домашней сети. Есть способ по Wi-Fi подключения напрямую к смартфону. Есть способ подключения по кабелю. Как хотим, так и подключаем. Первоначально можно по Wi-Fi подключить, потом переключить на кабель. Или зайти с приложения, переключить с роутера напрямую, как точку доступа на смартфон. Способы все эти описывал в одном из видео. Подключаю питание и подключаю в розетку. Блок питания, розетка 220. Тестовый режим, сразу загораются LED светодиоды. Идет тест поворотного устройства, калибровка поворотного устройства. Камера имеет динамик и микрофон. При каждой загрузке могут звучать вот такие голосовые сопровождения при переключении питания. Вы можете их потом будете выключить в приложении. Как раз пока камера тестируется, заходим и скачиваем приложение на смартфон. ICC или ICC Pro. ICC Pro с Pro, ICC просто ICC. XMI также есть. Это все приложения на одной платформе. Зарегистрируетесь в одном приложении, список устройств ваш будет. И также, установив другое приложение, под своим аккаунтом, в свой аккаунт зашли. И там же будут ваши камеры также. И также в XMI. Камера готова. Остановилась, готова к подключению. Список устройств. Это если уже у вас здесь будут камеры какие-то. То есть не какие-то, а именно XMI-евские. Независимо. Поворотная, статическая, различная. Если пусто, то белый лист. Жму плюс. Настроить по Wi-Fi. Есть вариант развернуть и посмотреть все способы добавления. По LAN в домашней сети можно будет найти камеру по ID, кликнуть и добавить. Вообще самый легкий, наверное, способ добавления. Добавить по ID, добавить app-режим напрямую сейчас. Настройка по Wi-Fi имеется в виду на роутер. Следующий шаг. Роутер выбираем и вводим пароль Wi-Fi роутера. Четко нарисовано предупреждение. Нужно на все моменты обращать внимание. Проблемы с сетью. Также можно кликнуть и вызвать инструкцию с советами. Что там, что возможно, что может быть, если вдруг какая-то проблема случилась. Желательно, чтобы вот подключение, как у меня на столе, рядом с роутером. Роутер-то через стенку. А потом вы ее выключаете, выносите, крепите, и она автоматом на настроенный роутер привязывается. Жму подтвердить. Тут момент, раньше автоматом шло подключение по истечению там какого-то времени. Сейчас нужно показать камере QR-код. Кликаем, читаем инструкцию 25-35 сантиметров, жмем ОК, появляется QR-код и мы показываем его камере. Держим и ждем. Заветные слова есть. И желательно дождаться второй фразы, когда камера скажет. Connect to router successfully. Successfully — это фраза, которую нужно дождаться. Смотрим, у нас здесь требуется ввести пароль. Ваш пароль, который вы должны запомнить, это пароль вход на камеру. Пароль вдруг потеряли. Что мы делаем? Сбрасываем камеру опять к заводу при включенной и загруженной камере. И заново процедуру добавления делаем. Подтверждаю пароль. Придумываю имя. Какое захотите. Временное придумал. Все подтверждаю. В последующем получать уведомления. Эти все настройки можно делать в настройках камеры в приложении. Обновляю список устройств таким образом. Ищем камеру с нашим интересным названием. Вот она.
быстрая привязка, то есть быстрый отклик, вы видите. И очень классная такая качественная, сочная картинка. Сигнал Wi-Fi, качество сигнала в приложении показано также. Вот при таком сигнале камера работает, как видите, адекватно. Еще и в хорошем качестве в HD. Наверное, да. HD качество. Стоит автоматом. Можно переключить в SD, и она автоматически в более легком качестве будет грузиться, если будет плохой интернет. При хорошем интернете, а особенно по кабелю, камера в HD качестве четко показывает. Звук. Раз, два, три, четыре. В общем-то, показал вам подключение. Все остальные настройки. Все здесь. Управление памятью сразу проверили. Карта памяти определилась, пишет. Свободно использована, показывается. Вся информация есть. Выставляем, какая запись при заполнении карты памяти, стоп или циклично. И отформатировать, если нужно. Все есть. Дальнейшие основные настройки, информация об устройстве, зайдите, там будет синхронизировать дату и время со смартфоном, кликните, синхронизация даты и времени моментально пройдет. Настройки сети, именно тот момент переключить точку доступа напрямую сделать, если хотите, или выбрать другой роутер, если есть в доступности, если нужно Wi-Fi роутер другой, к нему привязку сделать камеры. Все здесь понятно. Настройки тревоги, включить детекцию, Intelligent Vigilance по силуэту человека, показать следы, кордон, пересечение линии. Все это влияет на приход уведомлений и на запись на карту памяти. Камера с определением силуэта человека, но со слежением, но камера следит за всем подряд, что шевелится. Чисто за человеком не может следить. Камера также облачная. Если хотите за облако активировать 30 дней бесплатно, жмете. Если нет, отменить, но потом можно в настройках зайти на облако, ознакомиться и принять решение. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Эхо, потому что два устройства рядом. Динамик работает, микрофон работает, проверили. Слежение. Часики. Выставляем время вернуться к камере назад в предыдущее положение, откуда она начала слежение. Выставляете 10 секунд, 5 секунд, 3 секунды. По минимуму поставлю. Уровень чувствительности. Также, кто спрашивал, уровень чувствительности есть. Можно ставить какой хотите. Если камера не хотите, чтобы за всем подряд бегала, то ставьте низкий. И автотрек switch включаем. При этом предупреждение силуэт человека. Функция выключается. И теперь камера будет писать по любому движению и следить за любым движением. Вот, в общем-то, что она и делает. Для тех, у кого в домашней сети видеорегистратор и вы хотите камеру использовать с видеорегистратором. Я имею в виду XMI-евский видеорегистратор одного производителя с камерой. Вариант вообще очень легкий. Вам не нужно подключать ее сразу по кабелю. Ну, если, то есть по Wi-Fi. Если у вас вариант подключения по кабелю и работы с видеорегистратором, вообще супер. Роутер, кабель от роутера подключаем с самого начала. Включаем камеру питания, подключаем. В домашней сети включаем поиск на видеорегистраторе, и он находит камеру под стандартным ее IP-адресом. 192.168.1.10. Меняете под сеть, меняете тут же в видеорегистраторе в настройках сети, присваиваете IP-камере нужный IP-адрес. Под сеть также можно менять на 0. И все, готово. Камера выводится у вас на монитор видеорегистратора. Ну и также потом можно ее добавить в приложение и также с приложения одновременно отслеживать. В итоге получаем вот такую вот картинку с монитора видеорегистратора, также с приложения на смартфоне. Сразу давайте по характеристикам камеры в настройках видеорегистратора. На 16 канале видеорегистратор полностью совместим с камерой, поэтому можно с видеорегистратора видеть все характеристики. 3 мегапикселя, 1080p и 720p. То есть вы можете переключать разрешение этой камеры. И это уже бюджетный вариант интерполяции
Не вижу я реальные 3 мегапикселя. Раньше бюджетные матрицы ставили 2-мегапиксельные и за счет интерполяции искусственно увеличивали разрешение. Это было заметно даже глазом. Сейчас картинка нормальная, предметы не растянутые. Также по кадрам в секунду 25. По умолчанию стоит 12, так что учтите. Надо больше, ставьте больше. Но учтите, что пропускная способность интернета должна быть лучше для нормальной качественной картинки. Можно с видеорегистратора переключить, можно с веб-интерфейса камеры, можно с программы CMS на компьютере. Кому это нужно, кого устраивает все по умолчанию, оставляйте все по умолчанию. Число кадров 25, 3 мегапикселя. Один момент, что формат сжатия H265X, по сути 264 с плюсом. Камеры есть у меня точно в таком корпусе, только 5-мегапиксельный вариант. С теми же самыми функциями слежения, определения силуэта человека, только 5 мегапикселей. И там есть вариант переключить 5, 4, 2 и 1 мегапиксель. Но там уже формат сжатия идет чистый, 265 можно выбрать. Поэтому та камера немного дороже, но она есть у меня в наличии, кому нужно. По тревоге, что мы можем включить ей, если не включено отслеживание, слежение за движущимися предметами, тестовые люди. Силуэт человека включен. Порог также можем ставить различный, который нужен вам. Также все это можно переключать в программе CMS, в веб-интерфейсе камеры, кому это нужно, или в приложении на смартфоне. Повороты с видеорегистратора лево-право отлично. Вверх-вниз перепутан. Ну, все это решается перекидыванием проводов. Ну, кому критично, можно с этим разобраться. Есть чат по видеонаблюдению. Переходите по ссылке видеонаблюдения в Телеграме. И там общественный чат. Помогаем друг другу. Можете задать вопрос. Люди подскажут, где что перекинуть. Если это, ну, кому критично, кому нужно. Звук в колонках есть. Видеорегистратора. Все работает отлично. По картинке. И тут же возникает вопрос. Можно ли 3 мегапикселя покупать камеру или же взять с большим разрешением, с 5 мегапикселей, 8. Смотрите, частный сектор. Камера стоит с небольшой высоты, следит на небольшое расстояние. В общем-то, другого разрешения и не нужно. Если высота большая, если нужно следить куда-то далеко и потом, например, цифровым зумированием вот таким вот приближать объект, то нужно больше разрешения. Видите, при таком приближении вот цифровом уже вот эти объекты, которые далеко, они расплываются, их не видно практически. Только силуэт можно понять, а детализации особой нету. Разрешение влияет именно на детализацию. При 5 мегапикселях вот эти предметы, трава, машины уже будут более различимы. При 8 мегапикселях будет еще более различимы. Номера вот здесь будут читабельны, если автомобиль остановился, будут читабельные номера. С 3 мегапикселей, как видите, номера здесь навряд ли можно прочитать. Уже ближе все, уже детализация намного будет лучше. Поэтому здесь решать вам, с каким разрешением камеру приобретать. Понятно, что в тех камерах и процессор более мощнее, более современней, 5 мегапикселей, 8 мегапикселей. Камеры как бы с заделом на будущее. Ну и смотрите сами, если вы просто приобретаете для отслеживания со смартфона, то независимо с каким разрешением можете брать. Если с видеорегистратором, учтите этот момент, поддерживает ли ваш видеорегистратор 8 мегапикселей камеры или 5 мегапикселей даже. Есть два приложения ICC, ICC Pro, выбирайте, с какого вам лучше будет. ICC Pro, то есть просто ICC, нажимаем, вызываем джойстик, и здесь автотрек. То же самое, выставляем время, за которое хотим, чтобы возвращалась. Вот, кстати, камера выделяет человека и включает запись на видеорегистратор и карту памяти. Чтобы возвращалась камера в место, в установленное предыдущее. Жмем Set Watch, сохраняем место, куда хотим, чтобы камера вернулась. И автотрек жмем. Human Detection выключается, предупреждение. Камера теперь следит за всем, что перед ней будет двигаться.
Слежение очень быстрое, смотрите, машина пролетела, можно сказать. Включилось движение на видеорегистратор. По движению камера пишет и следит в двух плоскостях. В горизонтальной и вертикальной. Также все это вы видите на смартфоне. Удаленно взяли с собой, включили мобильный интернет и отслеживаете. И через 5 секунд вернулась назад. Движения перед ней нету, или же машина уехала далеко, камера ее уже не определяет как движущийся объект. Возвращается через 5 секунд заданное время назад. И ждет опять объектов перед ней. Соответственно, включается запись по движению на карту памяти, по всему. И на видеорегистратор также. Очень быстро, очень радуют. Вот эти ICC-шные камеры XMI-евские радуют скоростью слежения. Может не такая качественная картинка при движении, но это бюджетные камеры. За такую стоимость вы лучшей картинки не получите. И лучшего слежения, я думаю, что тоже. Бывают ложные моменты, не без этого. Человек шел, она подумала, что где-то там, поймала потом листья, вот опять же человека на грани ловит, ну и теряет. И вот более крупные объекты в видимости камеры провожает она, следит отлично. Как я вам говорил, номера отсюда мы, ну да, не то разрешение, поэтому вот именно показал я вам, на что влияет разрешение. Нужно с большего расстояния, чтобы была детализация предметов, лучше нужно брать с большим разрешением матрицу. Раз, два, три, четыре, 5 секунд и возврат назад. Время можно увеличить. Ну и чувствительность. Если не хотите, чтобы следила за ненужными моментами, а выбирала именно крупный предмет для слежения, конкретный рядом, ставьте низкую чувствительность. Уже пробуйте у себя по месту. Ночная картинка с камеры желает быть лучшей. Ну, на то есть и варианты подороже. 5 мегапикселей, 8 мегапикселей, там, ну, явно ночная картинка получше. Здесь шумы присутствуют. Ну и вы видели, переходила камера в цвет, потому что проходили люди. Движущиеся предметы плывут, чудес, в общем-то, вы никаких не получите. До идеала картинка далеко. Днем камера отработала отлично, следила. Несколько раз была перезагрузка. Не знаю, с чем это связано, говорю вам по факту. Камера пропадала, перезагружалась, несколько секунд на перезагрузку, как обычно. Появлялась опять в сети, занимала то же самое место, откуда пошла перезагрузка. То есть вот эти моменты верчения-кручения при перезагрузке, и возвращается она на то место, из которого началась перезагрузка. В связи с таким разрешением уже предметы при ночном видеонаблюдении, там где вы днем еще могли что-то различить, ночью уже будет тяжело это сделать. Светодиоды данной камеры не дальнобойные. Ну, в общем-то, так и заявлено в характеристиках, что ночное видение примерно около 20 максимум метров, 15-20 метров. Людей также камера уже там далеко различать не будет. Это вы должны учитывать. Это не только этой камеры касается, а в общем-то даже и дорогих камер. Ночь — это тяжелые условия для камеры видеонаблюдения. Первый плюс — стоимость камеры. Второй плюс — камера поворотная. Можете вы ее перенаправить в любое другое место, куда нужно. Не нужно вылезать, не нужно перенаправлять, откручивать крепление камеры, менять ее положение. Это огромный плюс, что бюджетный вариант камер уже имеет поворотный механизм. Аудио немаловажно, карта памяти, Wi-Fi опять же используйте вместе там, где отличный сигнал мощный от роутера идет, но и желательно использовать по кабелю, это более стабильная и правильная будет работа камеры. На сегодня все. Подписывайтесь на канал. Камеры в продаже в Украине пока есть. Люди берут, поэтому успейте. В Telegram заходите по ссылке, и там все найдете. В Инстаграме также я есть. Пишите мне в личку в Инстаграм. Кому удобнее с Инстаграма переписываться, тоже там отвечаю на вопросы. Всем удачи, до следующих видео.